Всем привет! Совсем недавно мы увидели глобальную презентацию компании Xiaomi. Там мы получили отличные производительные смартфоны под названием Xiaomi 11T и 11T Pro. Это флагманские модели с акцентом на скорость работы, зарядки и киномагию, возможности фото и видеосъемки. И все забыли, можно сказать, про еще один смартфон, который был представлен на данном мероприятии, а именно смартфон 11 Lite 5G NE в тонком и сверхлегком корпусе. Девайс является еще одной моделью в серии Xiaomi 11 Lite. Стоит также отметить, что в названии больше нет Mi. Все новые смартфоны компании уже выходят без этого легендарного бренда. Компания Xiaomi уверяет нас, что данный гаджет является самым легким 5G смартфоном. И это действительно так, ведь новинка получила корпус толщиной всего 6,81 мм, что является рекордным результатом на 2021 год. Вес гаджета составляет всего 158 граммов. Также основные фишки смартфона Xiaomi 11 Lite NE это AMOLED дисплей с 10-битной функцией True Color, а основная камера на 64 мегапикселя, мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G, аккумулятор емкостью 4250 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Задняя панель сделана из матового стекла. А это нам дает много положительных моментов. Отмечу несколько. Смартфон не скользит. Да, и отпечатки на нем не остаются, что является большим плюсом. Спереди находится отличный экран на 6,55 дюймов. AMOLED дисплей с 10-битной функцией True Color. Функция передает верные цвета, ее особенно ценят те, кто фотографирует, занимается дизайном или делает покупки онлайн. Заказанная одежда не окажется другого оттенка. И имеется технология Dolby Vision. Стандарт делает изображение более насыщенным и четким. Технология на мобильном устройстве позволяет усилить ощущение зрителя от кадра за счет оптимизации изображения. Разрешение, как и у всех конкурентов, Full HD+. Частота обновления не топ, но пойдет. 90 Гц. Модулей камеры у Mi 11 Lite NE 3. 64 мегапиксельный основной со светосилой f1.79, широкоугольный на 8 мегапикселей с углом обзора 119 градусов и светосила f2.2, а также макрокамера на 5 мегапикселей с f2.4. Если вы не переключаетесь в режим 64 мегапикселя, то по умолчанию фото снимает с разрешением 16. Для основного сенсора применяется технология Quad Pixel. Максимальное разрешение для видео для основного модуля 4К 30 кадров в секунду. Оптической стабилизации нет, но есть цифровой аналог. Поэтому для съемки приличного контента лучше полагаться на свои ровные руки или штатив. Фронтальный сенсор установили на 20 мегапикселей. Видео снимается с максимальным разрешением 1080p 60 кадров в секунду. И в отличие от основной камеры есть более детализированная бьютификация. Основой телефона стала платформа от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G 5G, которая производится с использованием 6-нанометрового технологического процесса. Мобильная платформа Snapdragon 778G получила процессорные ядра Cortex A78 с частотой 2,4, а также Adreno 642L, который обеспечивает поддержку Vulkan 1.1, OpenGL 3, S3.1, OpenCL 2.0. Платформа оснащена процессором обработки Hexagon 770. Для максимальной игровой производительности процессор оснащен технологией Snapdragon Elite Gaming, а также получил тройной 14-битный процессор обработки изображения Spectra 570, который поддерживает одинарные камеры разрешением до 192 мегапикселей. Мобильная платформа поддерживает 10-битную съемку фотографий, а также автофокусировку на основе искусственного интеллекта. Многокадровое шумоподавление, замедленную съемку при разрешении 720p с частотой 200
40 кадров в секунду, HDR10, HDR10+. Однокристальная система оснащена модемом Snapdragon X53. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4250 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Если говорить о скорости, то на заряд с 19% до 100 уходит чуть более 1 часа. Скорость явно не рекордная. Разумеется, о беспроводной зарядке в данном сегменте речи быть не может. Объем оперативной памяти 6 или 8 гигабайт. Объем встроенной флеш-памяти 128 или 256 гигабайт. Xiaomi 11 Lite NE работает под управлением Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5. А это нам дает новый интерфейс стартовой страницы, открытых приложений и уведомлений, новый интерфейс при зажатии кнопки питания, кнопок регулировки громкости и настроек камеры. Имеется улучшенная анимация при запуске приложений и открытии папок, а также появился новый режим, в котором телефон подключается к монитору и работает как компьютер. А также мы имеем примерное местоположение пользователя для конфиденциальности и безопасности. Из других особенностей модели: боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Dual SIM, модуль NFC и двойные динамики, что является большим плюсом. Имеется защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP53. Данный класс подразумевает, что небольшое количество пыли может проникать внутрь. Однако это не нарушает работу данного устройства. Что касается влаги, то устройство с некоторой опаской можно использовать под дождем. Но даже не стоит пробовать погружать данное устройство под воду, потому что все-таки ему придет конец. Рекомендованная розничная стоимость новинки 370 евро за версию 6/128 гигабайт памяти и 400 евро за вариант 8/256 гигабайт. Цветовых вариантов 4: черный, синий, розовый и белый. Российская стоимость Xiaomi 11 Lite NE будет названа позже. Ну что же, ребята, мы получили действительно очень интересный смартфон. Конечно же, вы должны понимать, что самой главной особенностью данного гаджета от своего, можно сказать, предшественника 11 Lite является в первую очередь процессор, потому что мы получили достаточно неплохой энергоэффективный процессор, который заслуживает внимания в 2021 году. Второе, самое главное отличие, это, конечно же, толщина данного смартфона, потому что мы получили очень и очень тонкий, элегантный смартфон. Тем более он имеет неплохие технические характеристики, и стоимость его не совсем кусается, можно сказать. Кстати, хочу заметить, что у нас в Беларуси, если вы заказываете данный смартфон по предзаказу, вам дают целого робота-пылесоса, который будет убирать вашу квартиру, и действительно это неплохой подарок. Конечно же, это не топовый пылесос, но все же приятно. Смартфончик получился интересный. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.